17, прилетавшие в аэропорт Внуково, знали, она ждет. И никогда не ошибались. На взлетной полосе овчарка встречала лайнеры и с надеждой вглядывалась в лица людей. Может, на этот раз он вернется. 1974 год. Московский аэропорт Внуково. На посадке Ил-18, отправляющийся в далекий северный город, один из пассажиров не спешил заходить в салон. Он намеревался лететь с собакой. Но ее, по причине отсутствия необходимых справок, не пропускали в самолет. Уговоры хозяина не помогли, нужно было на что-то решаться. И человек решился. Отстегнув ошейник и обняв напоследок пса, он ушел вверх по трапу. Собака поначалу не поняла, что происходит. Решив, что ее просто отпустили погулять, она радостно побежала по бетонной полосе. Вернувшись к самолету, она уткнулась в закрытую дверь. Самолет готовился к взлету, трап был убран, возможности подняться не было. Овчарка побежала вслед за Ил-18. Лайнер набирал скорость, и она рвалась за ним изо всех своих собачьих сил, которые, конечно, не могли сравниться с мощностью двигателей. Самолет улетел, а собака осталась. Осталась в твердой уверенности, что произошла какая-то ошибка, и хозяин обязательно вернется за ней. Ведь иначе невозможно. Овчарка поселилась рядом со взлетной полосой и упрямо приходила к самолетам Ил-18, которые прилетали или, наоборот, готовились к вылету. Она смотрела на людей, пытаясь увидеть того единственного, кто не мог ее бросить. Служащие аэродрома дали ей имя Пальма и подкармливали ее. Собака была недоверчива, никого не подпускала близко и не брала еду из рук. Вячеслав Александрович Валентей, командир экипажа самолета Ил-18. После возвращения из очередного рейса он, в который раз, заметил исхудавшего пса. До этого он считал, что собака принадлежит кому-то из служащих, но после беседы с заправщиком стало ясно, что собака несет здесь свою скорбную вахту. Вячеслав Александрович был готов за свои деньги отправить собаку к хозяину, если бы тот нашелся. Нужно было что-то предпринять, чтобы устроить эту встречу. В 1976 году в газете «Комсомольская правда» была опубликована статья Юрия Роста «2 года ждет». Описывая историю удивительной верности, автор выражал надежду, что, возможно, настоящий хозяин собаки прочтет заметку и отзовется. Вот пока и вся история о верности и любви, писал репортер в конце своей статьи. Пока, потому что, может быть, эту заметку прочтет человек, когда-то улетевший в Ил-18 и, вероятно, решивший, что та, которую он по несчастью оставил, уже забыла его. Пусть этот человек срочно возьмет отпуск, достанет денег и летит в Москву. Потому что во Внуковском аэропорту его ждут. Уже почти 2 года. В редакцию приходили мешки писем, в которых одни выражали возмущение поведением хозяина, другие готовы были помочь деньгами, чтобы собака и ее владелец воссоединились. Не было отбоя от желающих приютить собаку у себя. И хозяин действительно отозвался. Но не так, как можно было надеяться. Спустя некоторое время после выхода в свет статьи Вячеслав Валентей получил записку. Написана она была печатными буквами. В записке человек описывал приметы собаки и признавался, что это он вынужден был оставить ее. Писавший записку отметил, что за собакой он возвращаться не собирается и пожелал, чтобы ей подобрали нового хозяина. Что ж, его пожелание исполнилось. Как бы то ни было, необходимо было устроить дальнейшую судьбу Пальмы. Подход к собаке смогла найти жительница Киева Вера Котляревская. Она взяла отпуск и целый месяц провела во Внуково рядом с собакой, заслужив ее доверие. В новом доме, квартире Котляревской, Пальма не стала проявлять агрессию, но постоянно пыталась сбежать. Новой хозяйке пришлось держать закрытыми балкон и окна. Через полгода Пальма свыклась с новым жилищем. Переломным моментом для Пальмы стало рождение щенков. В этот момент собака окончательно поняла, что обрела свой новый дом и любящую семью, а все страдания остались позади.